какая возрастная категория у 3-7? Мир меняется в 1000 раз быстрее. Дети будут жить в более сложной ситуации. Вы определяете тип мышления и центрированность ребенка. Это 30% дела. 3/7 заточено под современного ребенка. Ефим Моисеевич, вы сказали, что современная система образования, она уже не изменится никогда. Правильно я поняла? Уважение к личности ребенка, уважение к его будущему. Это самое главное. Друзья мои, я рад вас видеть сегодня, да. Вы умнички, повторяюсь, да. Вам привет из Тель-Авива. Ваш покорный слуга, это я, готов ответить быстренько на ваши вопросы по 3/7. Несколько вопросов, такой блиц, скажем так. А какая возрастная категория у 3/7? 3/7, если говорить об аудитории, оно выходит за пределы аудитории. То есть у нас, скажем, клиенты могут быть от 4 лет до 84, понимаешь? Потому что если брать правду, то очень много стариков, они возвращаются в свое детское состояние, да, и бывают моменты, когда старик прожил красивую жизнь, и он говорит, вот, а я вот, ты знаешь, вот у меня все есть, но я не понимаю, зачем это все, понимаете, да? Если брать, то 3/7 тоже затрагивают эти вопросы, потому что начинает это с ребенка, а 84 года его внутренний ребенок не прожит, понимаешь, о чем речь, допустим? Или там человек 40-50 лет, а у него инфантильные реакции. Это же очень часто. Потому что, скажем, если мы берем женщин, основной запрос женщин на то, чтобы мужчина не был инфантильным. Мы сильные, потому что у нас было слабое время. А дети, которыми мы сейчас работаем, да, они уже пришли, и большей частью это же, в общем-то, люди, которые могут позволить себе, да, процессы. Это не бедные люди, а их родители, уважаемые люди, которые трудились, как и мы. И у них состояние, и дети всю жизнь жили на готовом. Для них колбаса и картошка, хлеб, они висят на одном дереве, и имя этому дереву — универмаг. Им не приходилось просто драться за себя. А если ты не дерешься за себя, то, понятно, не происходит закалки силы характера. Спасибо, Ефим Моисеевич. Браво, браво. Сейчас время такое серьезное, и чем дальше, тем становится яснее, что будет еще тяжелее. То есть вот COVID показал, вот кризис, экономический кризис. Время показывает, что любая ситуация, даже вот с кораблем Суэца, да, то есть вот он встал, экономика опять рухнула. Один корабль. Дети будут жить в более сложной ситуации. Что дает 3/7 детям, которые будут там через 15-20 лет в этой жизни? Это хороший вопрос, очень правильный. Смотрите, система разработана так, что она дает возможность при правильном получении знаний и использовании их ребенку преимущество в интеллектуальном превосходстве, эмоциональное преимущество, и идет закалка характера. Первые этапы – это закалка характера ребенка. В первую очередь это стрессоустойчивость, умение понимать мир, когнитивность, умение овладеть своим типом мышления. И наша задача элите мира, как я это вижу, задачу 3/7, да, дать методы, чтобы они могли быть действительно элитой, чтобы дети росли элитой. Понимаете? Дисциплина, любовь, когнитивность. Вот основные ключи к воспитанию ребенка в 3/7. Ефим Моисеевич, правильно ли я понимаю, что под словом «элита» вы имеете в виду ребенка, который вырастет, и элита – это не золотушная молодежь, да, золотая молодежь, как определяется, да, а человек мыслящий и умеющий принимать определенные решения в балансе с собой? Я говорю под элитой тех, кто делают историю, понимаете? Не тех, кто прожгут жизнь, а тех, кто делают историю. Нурмагомедов, Бубка, Виталий Кличко – это люди, которые являются элитой спортивного мира. Илон Маск, Безос, Джек Ма,
Билл Гейтс, это все элита интеллектуального мира. Можно ли сказать, что элита – это те, которые себя сделали? Именно Да. себя сами. Да, очень хорошо, Арман Грантович, вы сказали, да. Элита – это тот, кто сам себя сделал, и тот, что может что-то сделать для своей страны, для своей семьи вначале, да, для своих друзей, потом для своей страны, потом что-то для мира. То есть 3/7 этим и занимается. Спасибо большое. Гениальные программы, Ефим Моисеевич. Наблюдаю уже 3-й год. Восхищаюсь всегда. Спасибо вам. Мне приятно. Спасибо вам. Передаю слово своим коллегам, экспертам. Вопросы, пожалуйста. Это ваша команда, я правильно понимаю? Да, Ефим Моисеевич, это моя команда. Отлично. А вы как назвали команду? Я слышал Вени, Види, Вице. Веня Видевицы. Это можно сказать сейчас, да? Да, Ефим Моисеевич, конечно. Это уже не секрет. Ну класс, у вас хорошее название. Оно правильное. Оно есть на что равняться. Очень хорошее Спасибо. название. Мне очень нравится название вашего проекта. Спасибо, Ефим Моисеевич. За честь, в радость. Меня зовут Любовь, я в команде Армана Грантовича. Честь быть в команде Армана Грантовича, честь сейчас присутствовать в эфире, общаться с вами. Очень много информации, неимоверное количество, класс. Я поглощаю ее сейчас. Спасибо. Вам нравится Я- команде Арман Грантович? Мне очень нравится. Это очень Ну, круто. это здорово. Я вижу, что вы идейный человек, и вы готовы двигаться. Вам нравятся дети? Да, Ефим Моисеевич, мне нравятся дети. Я люблю. Это очень важно. Очень важно. Я открыт к вам, пожалуйста. Я внимательно слушаю. Хочу задать вопрос со стороны родителя, наверное. Родителя. Как донести молодой маме, у которой ребенок 6 лет, к примеру, 5-6 лет, что ее ребенка необходимо обучать стрессоустойчивости. Мы говорили о понятии стрессоустойчивости. Просто принято считать, что понятие стрессоустойчивости больше используется во взрослой жизни, то есть для взрослых применяется. А для детей это редко, я редко слышу, когда применяется понятие стрессоустойчивости для детей. Ну, как 5-6-летний ребенок, он не стрессоустойчивый. В чем вопрос? Как донести молодой маме, что ее ребенку нужна стрессоустойчивость, маленькому ребенку, 6-летнему? Здесь вопрос очень интересный, он многоплановый. Если говорить очень просто, то никак. Понимаете, никак вы не заставите маму, которая, знаете, как говорят мудрые женщины, поднимает на флаг своего ребенка, понимаете, зачем ему стрессоустойчивость? Она же не живет, не каждая мама, согласитесь, очень глубоко понимает эти вещи. Если мама живет задачами ребенка, да, и жизнью ребенка, она понимает, что ему стрессоустойчивость нужна. Значит, тогда маме нужно объяснить, если она не понимает, зачем нужна стрессоустойчивость, понятно? Спасибо. Вы поняли? Стрессоустойчивость – это важнейшее, что нужно для ребенка, начиная с 7 лет, когда он идет в школу, 6 или 7. Потому что он сталкивается с громадным ударом по своему сердцу. Чужеродного мира, понимаете? Где его ломают, где его уничтожают, где его давят, где ему навязывают, где его зомбируют, где ему постоянно что-то говорят, каким он должен быть. И, к сожалению, в этом смысле современная, в кавычках, школа, она очень преуспела в уничтожении личности ребенка. Она подавляет его и навязывает какие-то свои принципы. Индийская школа свои, французская школа свои, американская свои, понимаете? Ребенок теряет себя. Задача образования и воспитания, как я его понимаю, как я это даю через 3/7, индивидуальность ребенка, которому мы помогаем. Не навязывание ему каких-то стереотипов, не навязывание ему каких-то стилей жизни, а просто ребенку дают то питание, которое ему нужно. Просто. Без давления, без насилия над ним. Это очень-очень сложно. Современная система образования совершенно не годится для этого. Она может только калечить психику, к сожалению. И этого не изменить уже никогда.
основы данных методов рождались в 70-х, 60-х, 50-х годах, 40-х, понимаете? Еще Сталин исследовал там определенные вещи. Сколько времени нужно. Это была научная школа, где четко определяли, но готовились винтики. Не индивидуальности, винтики. Понимаете разницу? Винтики и индивидуальность. Спасибо большое, Ефим Моисеевич. Если можно, я задам следом еще вопрос. Арман Грантович, можно? Да, конечно. Это был вопрос. Благодарю. Ефим Моисеевич, вы сказали, что современная система образования, она уже не изменится никогда. Правильно я поняла? Мир меняется в 1000 раз быстрее. И даже если бы были новаторы, они все равно не успеют, потому что от мысли до воплощения нужно время. Поэтому сейчас все очень с громадной скоростью образования и воспитания отстало. И это никогда в мире такого еще не было. Никто, поверьте, если кто-то скажет вам, что он знает, что делать, это ложь. Никто в мире не знает, что делать. Просто разумные люди, да, вот Илон Маск, говорит, так, я в школу точно не пущу детей, я лучше сам их буду воспитывать, хотя у меня меньше времени, но это будет более полезно, чем он пойдет в стандартную американскую школу, где, извините, уровни демократии уж как бы повыше, чем в Украине, да? Я точно так же, мой ребенок учится в 4 школах, включая мою, поняли, да? То есть она преподает. Она уже бизнесом занимается, она начала заниматься бизнесом с 7 лет. Ей было интересно, не потому что папа навязал. Это ее свободный выбор. Понимаете, да, папа помогал. Вот из этого... Еве 11 лет, да? Ну, ей 11, да. То есть она начала расти в том направлении, в котором сама хотела, сама, услышьте. Я в этом смысле 1 к 1 согласен с Илоном Маском. Понимаете, он точно так же поступает, как я. Я разумен, он разумен. Он не посылает в гестапо детей. Я считаю, скажу это открыто, что, понимаете, я здесь не вижу понятия «меньшее зло», если кто-то понимает, о чем я говорю. Ребенка, если вы хотите сохранить, я это всем говорю, категорически нельзя пускать в школу, ну, образца Украина или Россия точно. 3/7 заточено под современного ребенка, потому что первое, что человек изучает, ребенок, да, это умение быть здесь и сейчас. Это искусство самое важное, которое нужно современному человеку. Это умение когнитивно пристраиваться, умение мыслить, умение ставить цели, достигать их. Они всегда были в цене. И это мы даем 3/7. Но вначале всегда в системе 3/7 идет диагностика ребенка. Это самое важное, основополагающее. Как мыслит детеныш. Все. После этого можно из этого сердца, да, из этого типа мышления что-то планировать. Если вы не знаете, вот этим система 3/7 отличается выгодно. Это уникальное торговое предложение, если говорить языком бизнеса, да, по сравнению с любыми другими системами в мире, которые вообще не имеют данного вида знания. Понимаете, там дельфина учат козы, дельфина учат бегать, понимаете, птицы учат плавать. Вот это современная система образования, потому что они все слепые. Слепые. Поэтому, почему слепые? Я доказываю. Потому что важнейшим является личность, индивидуальность этого ребенка. Кто ты, зайка? А первое, кто ты, это как ты мыслишь, тип мышления. Поэтому я считаю, открытие, которое сделала моя жена, оно достойно Нобелевской премии, если бы люди понимали, что это за открытие. Понимаете? Браво. Вот. Браво. Первым, если мы берем систему, первым мы берем мышление ребенка. Кто ты? Ты дельфин? Ты орел? Ты гепард? Вы определяете тип мышления и центрированность ребенка. Это 30% дела. От X, которым он является реальным X, да, мы строим, какая есть у него лично мечта. Именно мечта. Тогда его мышление мы знаем, как легко через 3/7 воплотить под его мечту. А уже после первого, кто ребенок, тип мышления, центрированность, потом мечта ребенка, только потом возникает стратегия. Стратегическое планирование, стратегический анализ. Он тоже где-то 40-50% стоимости процесса, поняли? То есть где-то процентов 25-30 стоит диагностика, если брать по цене и по значимости.
Вот если мы берем не цену, а просто значимость. Первое, самое значимое для ребенка – это кто ты. Это самое ценное. Потом, каким ты хочешь быть. Мы сразу говорим, вот он может этого достичь или не может, понимаете? А если может, мы даем методы. Если может, мы даем методы, если не может, мы все равно дадим методы. Просто кому-то, понимаете, кому-то легче то или иное достичь. Но обычно дети, они не ошибаются, они четко чувствуют, что им надо. Обычно мешают здесь, знаете кто, да? Родители. Взрослые. Поэтому мы вначале, мы как бы являемся еще медиаторами между детьми 3/7 и родителями. Это важно. Потому что мы должны заступаться за детей. Потому что родители хотят, чтобы дети были воплощением их каких-то подавленных желаний или их неисполнимых каких-то желаний. Или то, что они не успели в жизни. Там мама хочет навязать своей дочери. Понимаете, да? Согласны? Конечно. Да, И дальше вместо судьбы самого ребенка возникает повторение судьбы матери номер 2, судьбы бабушки номер 3, понимаете, вот так. Родовые каналы начинают повторяться. Дальше это очень высокоинтеллектуальная работа, которая называется стратегический анализ и стратегическое планирование. Как вот этот X дойти до этой мечты самым легким путем, самым гармоничным. О! Класс. Вот это 40-50%. А уже сопровождение это вот процентов 20-25. Поняли? Да, спасибо большое. 3/7 это научная система воспитания и развития ребенка, самая современная в мире. Самая. Класс. Лучше, выше только небо. Почему я объясняю? Не потому что я там вышел, говорю, у меня система лучше, каждый кулик свое болото хвалит. Я доказываю, обосновываю. Обосновываю, объясняю, что ребенок индивидуален. Теоретически все это понимают. А 3/7 довело это до уровня науки. Мы говорим, ребенок ваш, возраст такой-то, мы это знаем. Он мыслит критически, у него мечта быть кем-то. О, вот эта задача принята, поняли? Браво, Ефим Моисеевич, я тоже горжусь, наблюдаю все Спасибо, процессы. спасибо и вам. Я это говорю, потому что я вижу в ваших глазах интерес. У всех у вас есть дети. И это правильное отношение, потому что преподавать детям может тот, кто имеет детей. Это всегда важный элемент. Потому что человек, который не имеет детей, девушка или парень, они хорошие, может быть, люди. Но они, понимаете, да, не прожили это. Не прожили, да. А можно ли в 3/7 изменить мышление ребенка в соответствии с тем, какой результат нужно достичь? Но если как бы посмеяться, то можно, но это очень дорого стоит. Но может. Но Да. теоретически 3/7 может это сделать. Может. Это основа наших технологий. То есть мы можем эти вещи сделать. Потому что у нас есть знания. Это самое основное, чем мы отличаемся от всех других систем, которые просто зарабатывают на это. Мы делаем это ради детей. Но по понятным причинам, так как у нас высокотехнологичная компания, то и стоимость соответственная. Поэтому как бы любая хорошая услуга, она должна стоить этих денег. Это нормально. Но деньги не самое главное. Самое главное – это уважение к личности ребенка. Уважение к его будущему. Это самое главное.